Приветствуем вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. Мы уже в банке закрыли томаты и продолжаем собирать их. И вот они у нас уже подбираются в самый верх, но надо собирать и дальше перерабатывать. Очень вкусные, мы любим и зимой, томаты вяленые. И для этого подойдут вот эти замечательные томаты, которые называются Белфорд. Они плотненькие, рассыпчатые, с толстыми такими стеночками. И мы их сейчас будем готовить на зиму. Помидорки у меня помытые, я их даже высушила, режу их. Если это такие вот помидорки небольшие, вот, до 200 граммов, их можно на 4 части, вот так, разрезаю и выбираю. Вот здесь у нас для томатного сока, вот серединку я выбираю. Вот так вот полностью. И этот сок, и семена. И собираю отдельно в миску. У меня получается, снова же, я беру уже готовый вес. У меня здесь 1,5 килограмма будет веса. Сейчас я уже подготовила все. Именно вот этих кусочков. Без вот этих. Вот если это оставлять, вот серединку семена, будет много воды. И, естественно, еще один помидор, и все. И у нас получится вот красота. Как раз будет ровно 1,5 килограмма вот чистых вот этих кусочков. Вот. И хорошо, что сок будем делать, как раз томатный. И эти кусочки уйдут на томатный сок. Вот. И вот красивые они. Чем нравится Белфорд? Вот толстый, смотрите, жирный такой вот помидорчик. И сок с него такой жирный, хороший получается. Густой, жирный, хороший, густой. Так, теперь мы переходим к важному моменту. 1,5 килограмма вот чищенных таких кусочков томатов. Спелые томаты должны быть, сладкие, вкусные. Но сейчас я готовлю вот такую вещь. Обязательно, значит, на 1,5 килограмма у меня пойдет 2 ложки сахара и 1 ложка соли. Соль должна быть каменная. Вот мы в мешке покупаем. Вот смотрите, ложка соли. Все. Теперь я хорошенько перемешиваю. Все, соль и сахар должно быть перемешку. Сейчас они еще даже пустят чуть-чуть сок. Почему я так делаю? Я хочу сейчас просто-напросто, чтобы они еще пустили сок и пропитались вот этим прекрасным составом соли и сахара. Вот, смотрите, какая красота. Вот. И тогда мы... вот еще много сока есть. Вот. Хотя сегодня лев. Сегодня, кстати, в знаке лев мы это делаем. 7-го. Вот, замечательно. Ну что, пусть они полежат так вот где-то минут 20-30. И затем мы продолжим работу с ними. Пусть пропитывается. Как иногда бывает в жизни, что неожиданно появляется новый рецепт. И смотрите, вечером у нас случилось событие, которое нужно было делать, проводить. И мы, естественно, не смогли сушить сразу же томаты. Поэтому я их сложила в холодильник. Вот это они в этом прекрасном рассоле. Соли и сахара. Они пробыли здесь. И смотрите, какие они стали красивые. Утром я продолжаю уже работу. И теперь я их вытаскиваю. Вот смотрите, это бы вода. То есть этот сок пришлось бы сушить. Это все работала бы наша сушилка. А так, благодаря вот тому, что в жизни иногда происходит, так получается, кстати, новые рецепты. Вот. И мы все это выкладываем, оно стекает, и сейчас будем дальше делать по нашему же рецепту все процедуры. Они очень вкусные, уже сейчас можно есть, но будем готовить на зиму. Смотрите, взяла 2 пакетика базилик и итальянские травы. Нам нравится это сочетание. Можно по любому желанию менять. Можно провансальские травы, можно черный перец добавлять. Ну вот мы используем вот эти 2 вида приправок. Я их перемешала хорошенько. Вот. И
сейчас буду выкладывать на вот эти сушильные вот эти штучки наши томатики. Слушайте, действительно, вот хорошая штука. Столько сока стекло. И прекрасно получается. Мне нравится. А вкус какой. Это уже получилось, что маринованные томатики. И вот так вот все мы раскладываем. Даю обязательно, чтобы был просвет, чтобы место оставалось. Обязательно для того, чтобы воздух горячий между ними проходил легко. Вот. Ну, а теперь что я делаю? Да, идея очень хорошая. Можно себе заранее так делать. Так, теперь я беру и вот эти специи. Раньше я макала. У меня есть уже заготовки на зиму. Есть такие рецепты. Я вот сразу делала с разных помидоров. В данном случае у нас есть сейчас любимые Белфорд. И много не ставлю сейчас специи уже. Этого достаточно. Кстати, вот смотрите, положила вот эту бумагу лощеную, такую специальную. И вот на нее, чтобы у нас специи не пропадали, выкладываю так все абсолютно наши вот эти штучки, на которых подложки, на которых будут сушиться томатики. Одно маленькое дополнение: нужно выкладывать вот этой стороной к сушилочке, вот этой сеточке сушильной, а вот этим мясом этим нужно обязательно вверх, потому что если вы так будете выкладывать, здесь специи не задержатся, нужно, чтобы специи пропитывались, поэтому выкладываем вот этой стороной верхней вниз и просыпаем вот так вот. Вот это обязательное условие. Дополнение вот такое. Так, все, сушилка у нас заполняется полностью. Включаем. Так, закрыть надо обязательно. Есть. Закрыла. Ну и теперь остается дело. Я буду по 3 часа выставлять. На 3 часа, потому что нужно будет переворачивать вверх-вниз вот это все. Вот 3 часа, 70 градусов. Все. И на 3 часа сушилка работает самостоятельно, сушит наши вкусненькие помидорчики вяленые на зиму. Ну, 3 часа прошло. Смотрим. Ага. Надо их поменять, переставить. Сейчас мы так и сделаем. Ну что, нижние больше высушились, верхние меньше. Сейчас вот такую замену сделаем. Вот, верхние даже чуть-чуть сдвинулись. Еще надо. Еще 3 часа спокойно надо будет включить. Вот так вот. А эти нижние, о, нижние какие шикарные получаются. Нижние пойдут наверх. Вот так нужно их все будет переложить. Ох, красавцы какие. А пахнут как. Великолепно. Так, прошло еще 3 часа. Ну-ка. Замечательно получилось. Очень хорошо. Ну что, теперь можно идти и уже в банки отправлять. Очень красивые. Высушились то, что надо. Остыли мои помидорки. Беру полулитровую баночку. На дно ложу пару кусочков чеснока. Порезала чесночок. И начинаю складывать уже готовые наши помидоры. Конечно, они должны остыть. Вот снова же слой и пару кусочков чеснока. Вот именно чеснок придает такой аромат. Вот эти травы итальянские и чеснок, базилик в сочетании получается очень вкусно. Так. Ну и естественно с чесночком. Очень аромат такой хороший. Смотрите, благодаря тому, что сахар и соль использовали, у нас красивый цвет, естественный натуральный цвет у томата сохранился. Хорошо посушились. Ай, как хорошо. Вот. Теперь снова чесночок. Я хочу вот просто баночку сложить, чтобы вы видели до конца, что и как делаю. Так, можно еще сюда в уголочек. По бочкам чуть-чуть чесночка. Вот. Снова же сюда. Прижимаем. Конечно, не должно быть пустоток.
Вот так вот. Очень хорошо. Так, чтобы масло у нас сразу же получалось хорошо, затекало везде, всюду. Так, прижала. И беру обыкновенное масло. Может, кто-то любит оливковое масло. У нас как-то принято, что-то оливковое не идет масло. Мы подсолнечным маслом вот заливаем. Так. И до конца всю баночку сейчас вот так. Ну вот баночка полная. Ой, маслечко снизу подступает. Вот и сверху тоже обязательно надо вот чесночочек. Обязательно этот аромат. Ну и теперь масла мало. Доливаю маслечко. Масло должно покрыть. Вот так вот. Покрываем помидорки. Чуть-чуть. Вот. Остается закрыть крышечкой. И смотрите, какая красота получилась. Какие они красивые, великолепные помидоры. Вяленые помидоры. Я их использую зимой. Вставлю в борщ, кладу в жаркое, в рагу, различные блюда. Или просто так на хлеб, к бутерброду. И, кстати, на пиццу очень красиво и вкусно получается вот этот томат. Видите, благодаря вот сахару, от того, что у нас так получилось, что мы вот такой большой период оставили в сахаре и в соли, и мы сохранили цвет даже красивее, чем раньше у меня получались. Так что все, что происходит в жизни, все происходит к лучшему. Ну что ж, Раиса Греченко, Александр Волик подготовили к зиме уже часть томатиков, которые называются вяленые томатики. Мы прощаемся с вами. Приятного аппетита. Готовьте, заготовки делайте. Все пригодится зимой и весной, и даже летом следующего года. Прощаемся с вами. До новых встреч на нашем канале.